Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе автоботы захватят мой канал. История начинается с того, что крутой наемный убийца преследует машину своей цели, за ним следуют еще две машины с охраной. Он обгоняет их на огромной скорости, и у него с плеча падает сумка, которая катится прямо под колеса одной из машин. На дороге появляются препятствия, и машина переворачивается. Затем он вступает в схватку с телохранителями своей цели, которые едут во второй машине, и расстреливает их, прострелив шины. Наконец он добирается до своей цели. Телохранитель стреляет в него, но промахивается, и убийце удается скрыться. Затем он прыгает с моста. Мы видим, что он прямо перед ними. Телохранитель говорит, что нужно переехать его, но водитель стреляет в него, и мы понимаем, что он тоже наемный убийца. Они увозят цель на склад. Цель говорит, что его люди не оставят их в покое, и это злит убийцу, и он стреляет в него. Затем они уезжают на машине. После выполнения задания они возвращаются в свою огромную квартиру. В повседневной жизни Кадзуки занимается домашними делами. Рэй же все время проводит за видеоиграми. Во время работы наемными убийцами Кадзуки главный, он все планирует. Рэй же исполнитель, который выполняет задания по убийству. Позже Кадзуки встречается с Кутаро в кафе. Тот хвалит их за безупречное выполнение задания. Теперь у них новое задание, и они получат деньги за предыдущую работу. Кадзуки забирает половину денег и говорит Кутаро, чтобы он отправил половину человеку, которому он всегда их отправляет. По дороге домой Кадзуки останавливают две красивые девушки. Они заманивают его в барак. К сожалению, он проигрывает все свои деньги в азартных играх и остается без рубашки. Ему приходится возвращаться домой в таком виде, хотя ему холодно. На следующее утро Кадзуки печет торт, а Рэй готовит оружие для их новой миссии. Их следующей целью будет торговец людьми, который собирается прийти на рождественскую вечеринку в отеле. Они планируют попасть на вечеринку, притворившись, что принесли торт. Тем временем 4-летняя девочка по имени Мири выходит из поезда и бежит по городу, спрашивая у всех, не видели ли они ее папу. Она даже спрашивает у рождественской елки: «Ты не видела моего папу?» Так проходит весь ее день, и наступает ночь. Мири подходит к отелю и заходит внутрь, надеясь найти там своего папу. В это же время Кадзуки тоже заходит в отель, переодетый Сантой, чтобы выполнить свою работу. Ему удается обмануть охранников и попасть в лифт, чтобы доставить торт на вечеринку. Внезапно Мэри замечает торт. Она бежит к нему и заходит в лифт вместе с Кадзуки, разрушая их план. Он в панике смотрит на нее, но не может отказать ей в просьбе попробовать торт. Мэри с удовольствием ест торт и спрашивает: «Ты не видел моего папу?» Он отвечает «нет», и двери лифта открываются. Мири выбегает, вызывая подозрения. Рэй вынужден стрелять в охранников, прячась под тележкой с тортом. Пока Кадзуки бежит за Мири, чтобы она не натворила еще больше бед, Рэй бежит по коридору, чтобы расправиться с остальными охранниками. Затем он прячется за поворотом и ловко отстреливает остальных охранников. Он выбивает дверь и врывается внутрь. Кадзуки и Мири тоже заходят на вечеринку, но она вырывается из его рук. Гости в ужасе выбегают, а Рэй направляется прямо к главарю банды торговцев людьми. Кадзуки теряет Мири в толпе, но она тут же появляется рядом с их целью и спрашивает, не он ли ее отец. Но вместо этого он берет ее в заложницы. Рэй предлагает застрелить цель через Мири, но Кадзуки отказывается, боясь за ее жизнь. Он подбегает, чтобы спасти ее, прикрываясь подносом от выстрелов приспешников. Он срывает с себя бороду и объявляет себя ее отцом. Он говорит Мэри, чтобы она прыгнула к нему в объятия. Мэри прыгает к Кадзуки, а Рэй стреляет в цель, убивая его. Затем он уходит, выпрыгивая в окно. Когда миссия завершена, Кадзуки и Рэй забирают Мэри с собой. Когда они возвращаются домой, Кадзуки счастлив, видя, как мило выглядит спящая Мэри. На следующее утро мы видим, как Мэри стучит в дверь Кадзуки, отчаянно нуждаясь в туалете. Когда он выходит, она кричит: «Папа, я хочу в туалет». Кадзуки бежит вниз, держа ее на руках, и заносит в ванную. Но сиденье унитаза слишком высоко. Она просит его поднять ее. Он помогает ей, и она снова просит его поднять ее, чтобы помыть руки над раковиной. Потом Кадзуки разбивает яйца, чтобы приготовить завтрак, и Мири говорит, что тоже хочет это сделать. Но он говорит нет, потому что столешница слишком высокая для нее. Она сердито смотрит на него и уходит. Пока он готовит, он видит, как Мири пытается подтащить стул, чтобы достать до столешницы, но в итоге падает вместе со стулом. Их шум доносится до комнаты Рэя, и он выходит посмотреть, что происходит. Кадзуки быстро передает Мири Рэю, надеясь, что тот сможет ее отвлечь. Он говорит Мири пойти поиграть с Рэем. Ее глаза ярко сияют от волнения. Рэй показывает Мири свою коллекцию видеоигр, которую он тут же портит. Когда завтрак готов, Кадзуки подает его Мири. Она уже собиралась есть, но он просит ее сначала поблагодарить за еду. Он также останавливает Рэй. После молитвы Мири начинает есть завтрак, выглядя очень счастливой, потому что еда вкусная. Теперь они обсуждают фотографии, которые нашли в сумке Мэри. На них видно, что человек, которого они убили на рождественской вечеринке, был ее настоящим отцом. Мама Мэри тоже оставила записку, в которой она злится на отца Мэри за то, что он ее бросил. Она хочет, чтобы он теперь заботился о
Мири. Но так как ее отец мертв, они хотят отправить Мири обратно к ее маме. Однако, когда Кадзуки пытается спросить ее, Мири не знает, где живет ее мама, потому что она еще маленькая. Он спрашивает, откуда ты? Она отвечает издалека. Он спрашивает, кто тебя сюда привел? Она говорит, никто, я пришла сюда пешком, а потом села на поезд. Единственная полезная информация, которую она дает, это то, что ее мама поет на работе. Чтобы найти маму Мири, Кадзуки говорит, что нужно обратиться за помощью Кутара. Он просит Рэй остаться дома с Мири, но тот отказывается. Мири забирается на стол, чтобы посмотреть, что делает Кадзуки на ноутбуке, и в итоге проливает кофе и падает на него. Кадзуки включает телевизор для Мири, когда она переодевается, и говорит ей, мы скоро вернемся, а пока просто развлекайся. Они уходят из квартиры и направляются в кафе Куэра. Они убеждают Куэра исследовать подружек своей жертвы, надеясь найти мать Мири, не раскрывая ее существование Куэра, который и так зол на то, как плохо они себя вели. Выполняю задание по организации рождественской вечеринки. Но они все равно получат свое следующее задание. Когда они покидают кафе Куэра, к ним заходит таинственный мужчина по имени Агина, который просит сообщить ему о предстоящих заданиях. Рэй и Казуки возвращаются домой и обнаруживают беспорядок в доме, вся посуда разбросана по полу, а диван перевернут. Рэй хватает свое оружие, готовый защищаться, так как они думают, что там может быть незваный гость. Проверяя дом, они обнаруживают, что Мэри устроила беспорядок, играя в прятки в одиночестве. Она выходит, услышав их, так как все еще находится в игривом настроении, а затем убегает оттуда. Во время ужина Кадзуки читает об их следующей цели – наркобароне, который живет в хорошо охраняемом особняке, из-за чего добраться до него будет непросто. Он спрашивает Рэя, есть ли у него какие-нибудь идеи, как его достать. Рэй отвечает, нападай спереди, убей их всех. Это пугает Кадзуки. Как раз в этот момент к нему подходит Мири. Она грубо комментирует стряпню Кадзуки и убегает играть в прятки. Кадзуки начинает искать ее, а когда находит, она убегает и прячется где-то в другом месте. Он снова находит ее, но она снова убегает. Рэй говорит, что ты хорошо играешь в прятки, и это наводит его на мысль. Затем они обсуждают план проникновения в дом их новой жертвы, и Мири злится, когда Кадзуки перестает с ней играть. Собрав припасы для своей миссии, Рэй и Кадзуки готовятся к отъезду, но понятия не имеют, что делать с Мири. Казуки пытается подкупить ее сладостями, и она радуется, что у нее так много угощений. Но когда они думают, что подкупили ее и уходят, Мири бежит за ними. Он закрывает дверь, но она громко плачет, привлекая внимание соседей. Поэтому они решают взять ее с собой. План состоит в том, что Рэй будет ждать на заднем дворе, а Казуки притворится ремонтником системы безопасности, чтобы выманить цель. Но как только Казуки собирается войти, Мэри сигналит и говорит, что ей нужно в туалет, но он просит ее потерпеть, пока они не закончат. Он входит в особняк. Он идет в комнату охраны, вырубает охранника и отключает камеры видеонаблюдения. Затем он начинает устанавливать взрывчатку в особняке цели. Тем временем Мири настойчиво звонит в дверь и спрашивает у охранника, можно ли ей воспользоваться туалетом. Он разрешает, но она замечает Казуки и привлекает его внимание. Она говорит, папа, я тебя нашла. Мы играем в прятки? Ладно, я спряталась. Затем она убегает. Охранник преследует Казуки, а тот в свою очередь преследует Мэри, когда она убегает, чтобы начать игру в прятки. Казуки нажимает на кнопки, и все взрывные устройства начинают детонировать. Поэтому они не могут его поймать. Пока Казуки все еще бежит, чтобы поймать Мири, они оказываются в комнате цели. Их окружает охрана. Когда все кажется потерянным, охранники падают один за другим. И мы видим, как Рэй стреляет с заднего двора. Казуки защищает Мири. Рэй уничтожает охрану своей невероятной меткостью, убивая их одного за другим. Теперь Казуки бежит, держа Мири, и забирает с собой Рэя, который все еще стреляет, а Мири держит в другой руке. Им удается сбежать на катере. Но Казуки ругает их обоих за провал миссии. Кутара звонит им и отстраняет от задания, но сообщает, что нашел женщину, которая, скорее всего, является девушкой их цели. Они радуются, думая, что это может быть мать Мири. Значит, скоро они избавятся от Мири и смогут вернуться к работе. Тем временем Агино удается убить главаря и его охрану. Босс умоляет о пощаде, но Агино приказывает ему сказать последние слова. Босс говорит, что заплатит ему что угодно, но Агино стреляет в него. В следующей сцене мы видим раненого пса. Его ребенок кричит: «Папа, остановись!» Мужчина говорит: «Не называй меня папой, я твой босс». В этот момент Рэй просыпается, услышав, как Мэри зовет его завтракать. Затем она прыгает ему на живот, возвращая его в реальность. Он понимает, что это был всего лишь дурной сон. Во время завтрака Мири с удовольствием ест свои любимые кукурузные хлопья с молоком. Рэй, найдя их вкусными, быстро съедает их. Пока Казуки разговаривает с Рэем, Мири забирается к нему на колени. Он показывает ей бананы и спрашивает, не хочет ли она их вместо хлопьев, чтобы она слезла с его коленей и он мог спокойно поесть. Увидев, как Казуки весело общается с Мири, Рэй спрашивает, действительно ли он хочет вернуть ее. Но Казуки говорит, что они не могут заботиться о ребенке из-за своего образа жизни. Затем он идет на встречу с Кутара, который дает ему адрес матери Мири. Кутара намекает, что знает о Мири, но не говорит прямо. Позже в парке Мири копает землю и лепит из нее шарики.
Казуки и Рэй вспоминают свое детство, разговаривая о Мири. Казуки признается, что никогда не видел своих родителей, и это привело его к такому образу жизни. У Рэя, похоже, плохие отношения с родителями. Мири подходит к ним и протягивает Казуки шарик с землей, говоря, что это пельмени. Он берет один шарик, и она говорит: «Ешь, папа». Он говорит ей: «Не называй меня папой при людях». Она оглядывается, но рядом никого нет. Она собирается заставить его съесть пельмень, но тут на площадку выходит продавец, и она бежит к нему. Он продает сладкий картофель. Она просит их купить немного картофеля для нее. Они играют в камень-ножницы-бумага. Рэй проигрывает, и ему приходится купить картофель для Мири. Казуки смотрит на Рэя, покупающего сладкий картофель для Мири, и сомневается, что он действительно годится в отцы. Мири возвращается и предлагает ему кусочек сладкого картофеля, говоря: «Давай поделимся, папа». У Казуки наворачиваются слезы на глаза. Позже, когда Казуки пошел за напитками, Мири побежала к качелям поиграть. Пока она играла, к ней подошел сотрудник службы защиты детей, так как она была одна. Он спросил, с кем она. Она показывает на Рэя, и сотрудник спрашивает, он ли ее отец. Но Рэй отрицает это. В этот момент возвращается Казуки и говорит сотруднику, что он ее отец. Его недавние наставления Мири не называть его папой прилюдно оборачиваются против него, и она отказывается это делать. Казуки обнимает ее и убеждает сотрудника, что он действительно ее отец, и уходит. Он говорит Мири, что в определенных ситуациях можно называть папой его или Рэя, и просит Рэя тоже называть его папой. Ночью Кадзуки пытается напугать Мири, но она только смеется ему в лицо. Когда свет выключается, Мири заглядывает в комнату Рэя, но его там нет. Она открывает дверь в ванную и видит, что Рэй там. Он говорит, что спит там на случай, если кто-то нападет. Она хочет спать с ним, чтобы чувствовать себя в безопасности, и залезает к нему в ванну. Она начинает играть с ним и пытается его развеселить. Но он говорит, что его так не воспитывали, и она засыпает в ванне. На следующий день Кадзуки и Рэй отвозят Мири к ее матери. Рэй снова спрашивает, уверен ли Кадзуки, что они правильно поступают. Когда они приезжают, Кадзуки идет проверить, на работе ли мать Мири, а Рэй остается в машине. В баре Кадзуки встречает ее мать, которая поет. В этот момент на Кадзуки нападает ее парень, который работает менеджером в баре, и он дает ему пощечину. Кадзуки сбивает мужчину с ног. Это злит мужчину, и он начинает бить Кадзуки разбитой бутылкой. Во время драки Кадзуки получает шрам, но сильно бьет мужчину по лицу, и тот убегает. Мать Мири расстроена, но все равно предлагает обработать рану на лице Кадзуки. Тем временем Мири заставляет Рэя пойти с ней в ближайший парк, чтобы он с ней поиграл. Ей очень весело. Потом она заставляет его покататься с ней на качелях, и Рэй смиряется со своей судьбой. Затем Мири машет Рэю с горки. Люди вокруг удивляются, что за отец у Рэя, раз он не машет в ответ, и он в конце концов машет ей. После этого они садятся на ближайшую скамейку, и он спрашивает, почему она называет Казуки папой, а не своим настоящим отцом. Она отвечает, что папа – это тот, кто спасает тебя, когда ты в беде. Это заставляет Рэя задуматься о своем отце. Его отец бьет его и говорит, что он такой слабый. Разочарованный в Рэе, он говорит: «Убей или будешь убит». Рэй пытается заговорить и называет его папой, но тот отвечает: «Не называй меня папой, я твой босс». Очнувшись, он понимает, что потерял Мири из виду. Вернувшись в бар, Казуки говорит матери Мири, что нашел ее и хочет вернуть. Она отвечает: «Я не хочу ее возвращать, Мири сделала мою жизнь невыносимой». Казуки спрашивает ее: «Как ты можешь так говорить? Ты ее мать, и она всегда говорит мне, как сильно ты ее любишь и готовишь самые вкусные в мире гамбургеры». Она смеется и говорит: «Эти дешевые гамбургеры, я купила 3 упаковки всего за 200 йен». Не знаю, почему ей нравятся такие дешевые вещи, когда ее отец так богат. Казуки расстраивается и спрашивает: «Почему ты не хочешь взять на себя ответственность?» Она говорит ему, что отец Мири выгнал ее и изменял с другими женщинами. Если он не хотел брать на себя ответственность, почему я должна брать ее на себя? Казуки говорит: «Ты такая же безответственная, как и ее отец. Она твоя дочь». Это злит мать Мири, и она говорит: «Ты никогда не воспитывала ребенка одна. Ты никогда не поймешь мою боль. Моя карьера разрушилась, потому что я все время занималась Мири», и она в гневе выбрасывает все бутылки. Итак, Казуки уходит оттуда, возмущенный тем, что родитель может ненавидеть своего ребенка. Тем временем Рэй ищет Мири в парке и в конце концов находит ее разговаривающей с 2 полицейскими, которые думают, что она потерялась. Они пытаются отвезти Мири в полицейский участок, но она не хочет идти с ними. Рэй думает, что пусть они ее забирают, но Мири кричит: «Папа, спаси меня». Он решает быть лучше, чем его отец. Он вспоминает ее слова: «Папа – это тот, кто нас спасает». Он подходит к полицейским и говорит им отпустить ее. Они спрашивают: «Вы ее опекун?» И он отвечает: «Нет, я ее папа».
Он протягивает руку и говорит: «Пойдем, Мири». Увидев это, Мири радостно бежит к нему и называет его папой Рэем. Он берет ее на руки и говорит: «Пойдем домой, Мири». По дороге к машине они встречают Казуки. Мири бежит к нему, чтобы рассказать, как они с папой Рэем играли весь день. Рэй думает, что же будет дальше, и Казуки говорит, что они могут поужинать по дороге домой, и это будет ужин для всех троих. Позже Казуки дает Мэри котлеты из гамбургера, говоря, что их прислала ее мама. Мэри с удовольствием ест их и говорит, что они вкуснее, чем гамбургеры папы Казуки. Рэю они тоже нравятся. Казуки рад, что он может приготовить то же самое, что готовила мама Мири. Той ночью Мири настаивает, чтобы они все спали вместе, несмотря на нежелание Рэя и Казуки. Они оказываются втиснутыми в одну маленькую кровать. Мири спит довольная, а Казуки неудобно лежит рядом с ней. Он просит Рэя подвинуться, но Рэй уже спит. На следующее утро Мири хочет помочь Казуки налить моющее средство, но немного проливает его. Она пытается снова, и как раз когда Казуки думает, что у нее получилось, она все портит. Позже, когда Рэй занимается на беговой дорожке, Мири забирается на нее и случайно разгоняет тренажер. Она смеется, когда Рэю приходится бежать быстрее, чтобы не отстать. На кухне Мири пытается помочь, но падает и все переворачивает. Кадзуки удивляется, когда видит, что Мири пылесосит одежду. Теперь она извиняется за то, что наполнила ванную пузырьками. Даже когда Рэй поливает растения, Мири умудряется все испортить. Измученные, Кадзуки и Рэй ведут ее в парк, где видят фургон для детей, и у них появляется идея отдать Мири в детский сад, чтобы они могли работать без ее вмешательства. Кадзуки начинает искать в интернете ближайшие детские сады, а затем звонит туда, но, к сожалению, некоторые из них не принимают новых учеников, так как они переполнены. В других им сказали, что сначала нужно зарегистрировать Мири в государственном учреждении, что приводит Кадзуки в ярость, а Мири уже настроена пойти в детский сад. Кадзуки и Рэй ведут Мири в государственное учреждение, чтобы зарегистрировать ее в детском саду. Когда они приходят, очередь все еще не подошла, но их номер 142. Они долго ждут, но наконец их вызывают. Кадзуки выглядит уставшим, когда разговаривает с сотрудником о документах, необходимых для официальной регистрации Мири. После того, как они заполнят все бумаги, она сможет пойти в школу. Дома Кадзуки беспокоится о том, что ему придется подавать документы из-за его прошлого убийцы. Рэй предлагает им записать Мири в детский сад, дав взятку. В этот момент Мири подбегает к Кадзуки, который соглашается с Рэй и собирается выбросить все документы. Она врезается в него и сбивает с ног. Мири начинает плакать и говорит: «Папа, ты мне соврал, ты сказал, что я пойду в детский сад». Тогда он решает сделать поддельные документы. Рэй успокаивает Мири: «Не волнуйся, Кадзуки устроит тебя в детский сад. Когда все будет готово, он отнесет документы на следующий день вместе с Мири и Рэй. Документы подписаны, и теперь Мири официально зачислена в выбранный детский сад. Они отводят Мири в выбранный детский сад, и интервьюер спрашивает, кто из них ее отец. Мири отвечает: «Они оба мои отцы. Кадзуки хорошо готовит и сделал поддельные документы, чтобы устроить меня в детский сад, а Рэй хорошо стреляет». Кадзуки был в шоке и сказал, что она говорит о игрушечном пистолете. Но Мири сказала, что это был настоящий пистолет, и начала рассказывать о том, чем они занимаются. Кадзуки и Рэй уходят. Они говорят Мири, чтобы она не вмешивалась в их разговоры на следующих собеседованиях. На следующем собеседовании инструкторы спрашивают Мири о ее отцах. Она хвалит их, говоря, что они не занимаются никаким плохим бизнесом. Кадзуки быстро заметает следы, говоря, что они вроде как городские уборщики. Интервью проходит хорошо, и инструкторы сообщают, что Мири принята в школу. Мири радостно дает 5 и Кадзуки и Рэй, когда узнает, что ее приняли. Дома Кадзуки и Рэй празднуют поступление Мири в детский сад с энергетическим напитком. Затем они читают руководство по детскому саду, чтобы найти список вещей, которые нужно купить для Мири. На следующий день они отвели Мири в магазин, чтобы купить все необходимое для детского сада. Глаза Мири загорелись, когда она увидела все эти дорогие и красивые вещи в магазине. Кадзуки сказал Рэю, что важно произвести хорошее впечатление на обычных людей. Он считает, что покупка брендовых вещей поможет им завоевать авторитет и произвести впечатление на других. Они покупают много вещей для Мири. Мири спрашивает Кадзуки, когда она пойдет в детский сад, и он отвечает, что с завтрашнего дня. Мири очень рада и благодарит его. Рэй просматривает руководство и замечает, что там написано, что они должны писать имя Мири на всех вещах, которые покупают для нее в детский сад. Это злит Кадзуки, и он говорит, что не будет этого делать. Писать имена на всех вещах – это бред. Но когда Рэй говорит, что ты не хочешь, чтобы она завоевала авторитет, это еще больше злит Кадзуки, и он уходит, чтобы купить швейный набор. Позже Мэри тоже хочет написать свое имя как Рэй. Когда Кадзуки возвращается, он видит, что она испортила свою дорогую футболку, написав на ней. Он вздрагивает от волнения и спрашивает: «Ты понимаешь, сколько стоит эта футболка?» Теперь Кадзуки снова поранил палец, когда вышивал имя Мири. И тут он замечает, что Рэй уснул,
и расстраивается, что не сможет закончить работу один. В первый день Мири они приходят слишком нарядные и привлекают внимание других родителей, когда заходят в школу. Воспитатель мисс Анна приветствует их и хвалит Мири, говоря, что она очень милая в этом наряде. Мамы обмениваются сообщениями в групповом чате, называя Рэя и Кадзуки горячими папашами. Анна приводит их в детский сад и показывает им школу, чтобы они могли познакомиться с обстановкой и оборудованием, которое будет использовать Мэри с этого дня. Мисс Анна просит их записывать распорядок дня. Казуки говорит, что он уже записал. Анна читает его дневник. «Я так устала, что не спала всю ночь, записывая все это. Мне просто нужно отдохнуть». Она понимает, что он записывал события прошедшего дня. Он смущается, когда она говорит, что нужно записывать распорядок дня Мэри. Затем он отдает ей ланчбокс Мири, но она говорит, что мы сами готовим себе обед. Рэй говорит, что они не спали всю ночь ради этого. Казуки говорит, что он спал. Казуки и Рэй оставляют Мири в детском саду. Казуки чувствует себя таким счастливым, как будто они выполнили задание. Во время игры Мири спрашивает мальчика, можно ли ей поиграть с ним. Он говорит нет и убегает. Мири пытается подружиться с другими детьми, но они не хотят с ней играть. Тем временем Казуки и Рэй в кафе Кетера. Казуки просит его дать им какую-нибудь работу, и тот говорит, что подумает. Когда они забирают Мири, она выглядит грустной после посещения детского сада. С каждым днем, когда Казуки забирает ее, она выглядит все печальнее. Однажды вечером Казуки приходит пораньше и видит, что Мири сидит одна. Мисс Анна подходит к нему и говорит, что Мири слишком выделяется своей одеждой. Она предлагает другой магазин, где можно найти обычную одежду. Они идут с Мири в магазин, чтобы купить ей более простую одежду. Когда они заходят в магазин, то удивляются, насколько там все дешево. Мири просит купить ей игрушки, и Кадзуки говорит, что она может купить столько, сколько захочет, потому что цены сейчас очень низкие. Вернувшись домой, они довольны, потому что сделали много покупок. Мири взволнованно спрашивает Кадзуки, можно ли ей надеть завтра этот наряд, и Кадзуки отвечает, что можно, но лучше, если она его испачкает. На следующее утро Кадзуки отвозит ее в школу в более обычном наряде. Мисс Анна говорит, что этот наряд ей очень идет, и одобряюще показывает большой палец Кадзуки. Он остается ненадолго, чтобы помочь ей подружиться с другими детьми, и играет с Мири в мяч, что привлекает других детей, которые хотят присоединиться и поиграть с ней. Теперь они все играют, и Мири выглядит очень счастливой. Вечером, когда Кадзуки приходит за ней, Мири говорит, что сегодня ей было весело. Позже Мири удивляется, когда Рэй и Кадзуки дарят ей собственную спальню. Ей это очень нравится. Она радостно обнимает их и благодарит. В следующей сцене, пока Рэй и Мири играют, Кадзуки выглядит обеспокоенным, глядя на их расходы. Они потратили много денег на покупки для Мири. Он говорит, что они разоряются, и Рэй спрашивает, почему они разоряются. Кадзуки плачет, потому что они не работают. Но Рэй и Мири продолжают беззаботно играть. Затем Кадзуки говорит, что если они не будут зарабатывать, то Рэй не сможет играть, и Рэй мрачнеет. Он продолжает, что Мири не будет есть пудинг, и она выглядит шокированной. Кадзуки говорит, что пришло время прибегнуть к крайним мерам. И он идет к Керра, чтобы попросить работу. Не доверяя им убийства, Керра дает им несколько мелких заданий. Кадзуки просто соглашается и говорит, что они все равно выполнят свою работу. Когда они возвращаются домой, то по дороге к месту работы им звонит воспитательница из детского сада. Кадзуки отвечает на звонок и узнает, что детский сад временно закрывается на неделю из-за вспышки гриппа. Он в шоке, потому что Мири будет дома и помешает им работать. Когда они забирают Мири, она подбегает к Кадзуки и радостно прыгает, потому что хочет домой. По дороге Рэй спрашивает его, что они будут делать с работой. Кадзуки отвечает, что одному из них придется остаться дома и присматривать за Мири. В этот момент Мири с любопытством спрашивает, чем вы занимаетесь на работе. Ей задают домашнее задание, чтобы она узнала о работе своих родителей. Кадзуки пытается уклониться от ответа, а Рэй пытается уйти. Мири преграждает ему путь и спрашивает, ты идешь на работу? Он разворачивается и идет домой, ничего не ответив. Мири умоляет, возьми меня с собой на работу, я хочу знать. Ночью Мири спит. Кадзуки выглядит измученным после того, как пытался работать ночью и присматривал за Мири 3 дня подряд. Рэй тоже устал, он кладет голову на стол. Кадзуки хватает его за волосы, чтобы разбудить, и говорит, не спи, мы еще не закончили работу. На следующее утро, пока Мири смотрит свой любимый мультфильм, Кадзуки просит Рэя присмотреть за Мэри, пока он уходит. Когда Кадзуки уходит, Мири говорит, я тоже хочу пойти с тобой. Он отвечает, нет, я иду на работу. Поиграй с Рэем, пока я не вернусь. Мэри сердито смотрит на него, но Рэй засыпает и не просыпается, когда Мэри пытается привлечь его внимание. Поэтому она решает незаметно уйти и проследить за Кадзуки, чтобы узнать больше о его работе. По дороге она видит красивую женщину и пытается идти как она. Она продолжает идти за Кадзуки, но Мири делает ей знак, чтобы она вела себя тихо, когда другая женщина замечает ее. Затем Мири выглядывает из-за доски, но увидев собаку, отвлекается и останавливается, чтобы погладить ее. Из-за этого она теряет Кадзуки из виду. Она бежит, чтобы найти его. Когда Рэй просыпается, он выходит и не находит Мири. Он проверяет ее комнату, но ее там нет. Тем временем Кадзуки в кафе Кутара получает звонок от Рэя. Тот говорит, что Мири нет дома, она ушла. Кадзуки в панике кричит, ты шутишь? Кутара молча слушает.
Мы видим Мири, которая оказывается в месте, где много дорог расходятся в разные стороны, и люди, проходящие мимо, смотрят на нее. Кадзуки спешит домой и спрашивает Рея, давно ли Мири ушла, но Рей ничего не знает. Он начинает искать ее по всему дому, но не находит. Когда они понимают, что Мири пропала, они начинают ее искать. Рей проверяет детский сад. Кадзуки идет к реке. Они даже спрашивают людей, не видел ли кто-нибудь ее. Кадзуки приходит в парк, где видит девушку и бежит за ней, но это не Мири. Тем временем Мири подходит к кафе Керра, где сталкивается с Агина, который хватает ее, но отпускает, когда она извиняется. В этот момент выходит Керра и заводит ее внутрь. Кадзуки начинает бояться, что с Мири случится что-то плохое, пока они не приходят в кафе Керра и не находят ее там. Мири радостно зовет их, увидев их двоих, и Керра это озадачивает. Кадзуки говорит, что твои родители повсюду тебя искали, и Мири это удивляет. Он благодарит Керра за Мири, но покрывается холодным потом, когда Керра отвечает серьезным тоном: «Я просто приютил потерявшегося ребенка». Когда Керра уходит, чтобы обслужить клиента, Кадзуки говорит Мири, чтобы она не называла его папой при Керра. Мири отвечает: «Поняла». Керра возвращается и спрашивает: «Что поняла?» Кадзуки отвечает: «Ничего, просто о работе няней. Теперь мы присматриваем за этим ребенком, но она пропала, и мы волнуемся». Керра спрашивает его: «А как же работа, которую я вам поручил?» Кадзуки отвечает: «Мы стараемся закончить ее как можно скорее». Керра говорит: «Я хочу, чтобы работа была выполнена вовремя». В конце концов, Кадзуки признается: «Мы не справляемся с нагрузкой. Нам еще нужно присматривать за Мири, и у нас нет времени поспать». Рей говорит: «3 дня без сна». Керра предлагает присмотреть за Мири, чтобы они могли сосредоточиться на работе. Тем временем Мири допивает свой напиток и благодарит его. Дома Мири собирает сумку, чтобы пойти в кафе Керра. Рей спрашивает Кадзуки, что если она все расскажет Керра. Кадзуки испуганно отвечает: «Нас ждут ужасные последствия». В этот момент Мири подходит и говорит: «Пойдем, папа». Кадзуки просит ее не говорить о них Керра. Мири улыбается и отвечает: «Хорошо, не скажу». Они отвозят ее в кафе Керра. Кадзуки заставляет ее замолчать, когда она собирается назвать его папой, и они уходят на работу. Керра делает коктейль для Мири и подает ей. Она так радуется, когда делает глоток. По дороге на работу Кадзуки говорит, что Кутара более хладнокровен, чем кажется. Рей добавляет, что он тоже настоящий сердцеед. Кадзуки представляет, как Мири говорит: «Я выйду замуж за Керра», и целует его. Он прибавляет скорость, говоря: «Давай закончим работу и поскорее вернемся к Мири». В кафе Мири спрашивает Керра: «Ты знаешь, чем занимаются Кадзуки и Рей?» Он отвечает: «Да, знаю». Мири взволнованно спрашивает: «Я хочу знать. Они мне никогда ничего не рассказывают». Кутара врет и говорит, что Кадзуки комик. Она спрашивает, что это значит, и он объясняет, что это человек, который заставляет других смеяться. Затем он говорит, что Рей нефтяной магнат, но Мири этого не понимает. Во время миссии Кадзуки громко кричит, что Мири все расскажет. Рей, который с ним на связи, говорит ему, чтобы он молчал, пока он сосредоточен на своей цели. В кафе Мири рисует цветными карандашами. Она говорит Кутара: «Я рисую Кадзуки и Рея». Когда она рисует их, она называет Кадзуки и Рея папой, но быстро исправляется. Кутара понимает, что Мири воспитывают они. Он спрашивает: «Ты не хочешь домой? Твоя семья, наверное, волнуется». Мири отвечает: «Все в порядке, пока я с Кадзуки и Реем». Когда она заканчивает рисовать, он спрашивает: «Они тебе нравятся?» И она отвечает: «Я их очень люблю», и Керра улыбается. Кадзуки и Рей возвращаются в кафе, чтобы забрать Мири после работы. Керра говорит им, что она только что уснула. Рей обнимает ее, но она продолжает во сне называть их папой и Казуки, и он быстро пытается ее успокоить, говоря, что они планируют вернуть Мири ее семье. Однако Катера говорит, что он все знает, но, к счастью, не против, пока это не мешает их работе. На следующий день, когда Мири представляет свой отчет в детском саду, мамы узнают, что ее отцы тайные нефтяные миллиардеры. Она бежит к ним и радостно обнимает их. Казуки благодарит ее за фотографию, а Рей платит ей за нее. После презентации Мири, Рей и Казуки возвращаются в кафе, где мы узнаем, что Катера все это время знал. Он говорит, что собирался вмешаться, но, проведя с ней немного времени, понял, почему они ее взяли. Конечно, он предупреждает, что могут быть последствия, особенно если они предадут организацию. Он спрашивает, готовы ли они к последствиям, которые может принести такая работа, и говорит, что они не должны об этом жалеть. В следующей сцене Казуки смотрит новости по телевизору. Актер извиняется за проступки своего сына. Его сын был арестован за нападение. Репортеры говорят, что в наши дни родители слишком снисходительны, что приводит к таким инцидентам. Это заставляет Казуки задуматься о своем собственном воспитании. Он беспокоится, что они могут быть недостаточно строгими с Мири. Он представляет, как Мири, будучи подростком, попадает в тюрьму
тюрьму за кражу и винит его в том, что это произошло, потому что меня воспитали такие подонки, как ты. Он спрашивает Рэя, что будет, если Мири пойдет по неверному пути. Рэй отвечает, что ты говоришь так, будто ты идеален. Казуки признает, что это не так. Меня таким сделало отсутствие родителей. Он решает, что будет более внимательным, чтобы Мири не выросла плохим человеком. Позже, когда он приходит за Мири, мисс Анна говорит ему, что слышала, будто Мири подралась с одноклассником Тега. Один из детей сказал, что Мири первая ударила, но она не может это подтвердить, потому что не видела драки. Она надеется, что Кадзуки поговорит с Мири и все выяснит. Кадзуки говорит: предоставьте это мне, я все улажу. Мири надевает рюкзак и собирается уходить. Дома, пока Мири смотрит, как Рэй играет в игру, Кадзуки подходит к ней и спрашивает: ты сегодня дралась? Она отвечает: нет. Тогда он берет ее за подбородок и снова спрашивает серьезным тоном: ты кого-то ударила в детском саду? Мэри отвечает: я его не била, Тега был плохим мальчиком. Он продолжает спрашивать, и это еще больше расстраивает Мэри, которая настаивает, что она не сделала ничего плохого. В конце концов она так расстраивается, что убегает, сказав Кадзуки, что ненавидит его. Кадзуки чувствует себя опустошенным, услышав это. На следующее утро Кадзуки готовит обед для Мири, собираясь приготовить что-нибудь вкусное, чтобы она могла похвастаться папиными кулинарными способностями. Рэй говорит: ты пытаешься снова завоевать ее расположение. Кадзуки чувствует боль в сердце, потому что вчерашнее происшествие все еще не дает ему покоя. В этот момент приходит Мэри, Кадзуки пытается с ней поговорить, но она отворачивается. Она говорит: ты мне не нравишься, папа, это причиняет мне боль. Он пытается убедить ее, но она настаивает: я сегодня пойду в детский сад с папой Рэем. Пока Рэй отвозит Мири в детский сад. Кадзуки грустно, потому что Мири теперь его не любит. Он представляет, как извиняется перед повзрослевшей Мири в тюрьме за то, что не понимал ее. Она кричит: хватит вести себя как мой папа. Ты всегда меня бесил. В этот момент он видит коробку с обедом и выбегает на улицу, чтобы отдать ее Мири, но Рэй уже вернулся, высадив ее. Казуки говорит, что забыл отдать ей обед. Я сейчас отдам его ей. Рэй говорит, что их автобус уже уехал на экскурсию. Казуки настаивает: давай пойдем туда и отдадим ей обед. Тем временем Мири и ее одноклассники приходят в зоопарк. Мисс Анна говорит им держаться рядом с ней, и они все идут за ней. Сначала они видят бобра, затем большого жирафа, который ест. Два носорога дерутся друг с другом. Потом они пытаются встать на одну ногу, как фламинго. Тага бегает с хомяком на голове, а остальные гладят милых хомячков и кроликов. А потом мисс Анна ругает его. Позже, когда Мири и ее друзья смотрят на обезьян, Тага подкрадывается к ним сзади. Мири просит его вести себя тихо, чтобы не спугнуть обезьян. Они идут дальше, а Тага бежит в противоположном направлении. Мири зовет его, говоря, что одному идти опасно. Он не слушает ее, и они бегут за ним, чтобы остановить его. Казуки и Рэй тоже приходят в зоопарк, чтобы отдать обед Мири. Они пошли за Тагой, но поняли, что заблудились и отстали от группы. Мири сказала, что все в порядке, пойдем со мной, и мы их найдем. Она взяла Тагу за руку, и они побежали искать остальных. Тем временем Рэй стоит под деревом и разговаривает с Казуки, который ищет Мири на дереве. Казуки увидел Мири, которая держала за руку мальчика. Он представил себе, как Мири-подросток целуется с этим мальчиком, и сказал, что они любят друг друга. Это его разозлило. Продолжая наблюдать, он увидел еще двух девушек и крикнул, что у этого парня еще две девушки. «Мири не твоя игрушка». Рэй делает вид, что не знает Кадзуки, а люди вокруг смотрят на них. Поняв, что они заблудились, Кадзуки и Рэй идут за Мири, которая пытается отвести своих подруг обратно к группе, не вмешиваясь напрямую. Мири оглядывается, чувствуя, что кто-то идет за ней, но никого не видит, поэтому продолжает идти. Тега останавливается и садится на скамейку, потому что очень устал. Мэри пытается взять его за руку и говорит, что нам нужно поскорее найти мисс Анну. Услышав свое имя, Кадзуки понимает, что Тега тот самый мальчик, с которым Мэри подралась, и думает, что они снова подерутся. Он слишком устал, и Мэри говорит, что им нужно отдохнуть. Когда он пьет воду, то проливает ее. Мири подходит и вытирает ее платком. Кадзуки замечает, что Мири заботится о Теге, несмотря на их недавнюю ссору. В этот момент Мири замечает мужчину, который берет еду с тележки, не заплатив. Она останавливает его и говорит, что воровать нехорошо. Он пытается уйти, не обращая на нее внимания, но она преграждает ему путь. Это раздражает мужчину, и он пытается ударить ее, но получает камнем по голове, который бросает Рэй, чтобы он не трогал Мири. В этот момент появляется хозяин магазина. Вор оставляет еду и уходит, пообещав вернуться за ней. Теперь они снова ищут свою группу. Таггер бежит к игре Mario Kart, и Мири присоединяется к нему, говоря, что тоже любит Mario Kart. Они начинают разговаривать, и девушки, наблюдающие за ними, говорят, что теперь они кажутся друзьями. Тайка спрашивает, откуда Мири знает про Mario Kart. Мири отвечает: мой папа Рэй хорошо играет в Mario Kart. Кага говорит: твой папа крутой. Мири соглашается: да, я люблю папу Рэя. Казуки спрашивает, почему только Рэй получает похвалу. Рэй улыбается. Мири и Тега наслаждаются поездкой, а остальные напуганы. Пока они продолжают поиски, Мири и ее друзья решают сделать перерыв на обед. Казуки все еще думает, как угостить Мири обедом, когда она понимает, что у нее нет с собой еды. Тогда Тега делится с ней своим обедом и извиняется за то, что был груб. Наблюдая за тем, как они наслаждаются едой, Казуки говорит: наверное, мне придется взять свой обед домой. Внезапно вор, которого они видели раньше, хватает Мири и требует отдать им обеды. Тега хватает вора
вора за руку, чтобы защитить Мири, но сам попадает в ловушку. Мири просит его отпустить Тегу. Прежде чем вор успевает что-то сделать, Казуки и Рэй появляются в костюмах альпаки и кролика. Попытки вора сопротивляться оказываются тщетными, кролик останавливает его и пинает, а альпака наносит удар по голове и пинает, отчего вор падает на землю. Мэри обнимает кролика и благодарит его за спасение. Остальные тоже благодарят их. Они говорят детям, чтобы те уходили. Потом они снимают маски и говорят, что надеются, что их не узнали. В конце концов, мисс Анна и дети находят друг друга. Она удивлена, что Мири и Тега подружились. Мири возвращается и обнимает Казуки, говоря, что у нее был отличный день. Когда она уходит переодеваться, Рэй отдает ему дневник Мири, в котором Анна написала, что Мири случайно ударила Тегу накануне, но это не было дракой. Казуки чувствует себя виноватым, что поругался с Мири, хотя она сказала, что это не ее вина. Когда Мири приходит, он обнимает ее и извиняется за то, что был расстроен. На следующий день в кафе Кутара приходит женщина по имени Карен и спрашивает, где Казуки. Вечером Казуки приходит за Мири в детский сад, идет дождь. Мири радостно бежит к нему. Потом начинает танцевать под дождем. Вдруг ее зонтик выскальзывает из рук и улетает на дорогу. Казуки успевает поймать ее, прежде чем она успевает побежать за ним. Внезапно зонтик сбивает грузовик, и Казуки вспоминает, как другой зонтик разбился в аварии. Мири бежит за своим сломанным зонтиком и говорит, что это был ее любимый. Казуки обещает купить ей новый зонтик, и они идут домой. Когда они приходят, Мири подбегает к Рэю, который играет в видеоигру. Она с интересом наблюдает, как он играет в Марио Карт. Казуки просит у Рэя полотенце, но тот не обращает на него внимания. Казуки подходит ближе к Рэю, и Мири случайно намочила его носки. Они молятся перед едой. Когда Рэй заканчивает, он уходит. Казуки замечает, что Рэй и Мири устроили беспорядок на столе и расстраивается. Потом Мири спрашивает Казуки, где ее большое полотенце для детского сада. Он не помнит и спрашивает Рэя, который занят тренировкой и не слушает его, даже когда Казуки громко зовет его. Вдруг он замечает полотенце на диване. Позже, роясь в ящике, Казуки находит свою фотографию с любимой и расстраивается. Мири спит в своей комнате. Пока он вышивает имя Мири на ее носовом платке, Казуки говорит Рэю, что ему нужна помощь с Мири, потому что он делает большую часть работы по дому. Он говорит «я помогаю», и Казуки спрашивает «как?». Тогда он отвечает «мы вместе играем» и все такое. Казуки просит помочь ему с Мири, и Рэй говорит, что он старается изо всех сил. Позже, возвращаясь из магазина домой, Казуки замечает Карен и прячется в переулке, гадая, что она здесь делает. В этот момент появляются две женщины, и он пытается их успокоить, потому что они громко разговаривают. Одна из них хватает его за руку и говорит «мне было так одиноко без тебя, пойдем с нами». Казуки боится, что Карен увидит его. Он говорит «я скоро женюсь, поэтому мне нужно идти», и быстро уходит. Придя домой, он начинает заниматься домашними делами и думает, это и есть счастье. Столько работы каждый день. Пока он готовит, Мэри тянет его за руку, потому что хочет поиграть. Он раздражен и уже собирается отругать ее, но останавливается, услышав ее невинный вопрос «почему ты не хочешь со мной поиграть?». В этот момент раздается звонок в дверь, и он зовет Рэя открыть. Рэй не слышит, поэтому Казуки приходится идти самому, но Мэри цепляется за его ногу. За ужином Мэри просит Рэя съесть ее помидоры, но тот отказывается, говоря, что они ему не нравятся. Оба начинают жаловаться, что им не нравится еда. Казуки забирает у них тарелки и говорит, что им не нужно есть, отчего они начинают еще больше капризничать. Они хотят на ужин французские тосты. Это злит Казуки, и он спрашивает: «Вы что, ребята, думаете, что я ваша горничная?» Он в ярости уходит и хлопает дверью. Мири в замешательстве спрашивает Рэя, что с ним случилось, но Рэй не знает. На следующее утро Мири будет Рэя и говорит, что хочет есть. Он спрашивает, где Кадзуки, но она не знает. Кадзуки оставил записку, что его не будет дома. В доме беспорядок, и Мири тоже просит поесть. Он понимает, что теперь ему придется взять ответственность на себя. Он ищет на кухне что-нибудь поесть и дает Мири кукурузные хлопья. Они вместе завтракают, и она говорит, что это так вкусно, что папа Кадзуки не разрешал нам это есть. Затем она спрашивает, пойдет ли она сегодня в детский сад. Рэй понимает, что уже поздно, и быстро одевает ее и собирает сумку в детский сад. Когда они выходят, идет сильный дождь. Поэтому он везет ее в детский сад на велосипеде, и Мири радуется поездке. Кадзуки прячется в кафе Кутара, надеясь, что Рэй и Мири будут больше его ценить. Он жалуется на все, что делает для них, хотя Керра настаивает, что ему было весело. Пока они разговаривали, Кутара сказал ему, что его сестра-жена Карен снова вернула деньги, которые он ей отправил. Кутара говорит, что Кадзуки должен поговорить с ней лично, но тот решает уйти. Между тем Рэй и Мири приходят в детский сад, но там никого нет. Он смотрит на телефон и понимает, что сегодня воскресенье. Тем временем Кадзуки в казино пытается выиграть в азартные игры. Он выигрывает, и женщины обнимают его, говоря, что сегодня Кадзуки в ударе. Он чувствует себя таким счастливым, окруженный множеством женщин. Дома Рэй устала после
того, как присмотрела за Мири и теперь играет в видеоигры. Позже она чихает, когда рисует, и говорит Рэю, что хочет есть. Он заказывает пиццу. Мири обнимает его и говорит, что теперь им не нужно есть овощи. После целого дня пьянства Казуки видит мужчину с дочерью и вспоминает Мири, но не обращает на них внимания и уходит, врезавшись в прохожего. В следующий момент его толкают, говоря, чтобы он следил за языком. Тем временем Рэй смотрит на часы, а Казуки все еще нет дома. Мири спрашивает, где папа. Рэй отвечает, что, наверное, он бросил нас. Возвращаемся к Казуки. Он встает и видит перед собой женщину, думая, что это его любимая жена. Но на самом деле это ее сестра Карен, которая очень на нее похожа. Она спрашивает, все ли с ним в порядке, и говорит, что Ктара все ей рассказал. Казуки пытается уйти, но она громко заявляет, что не примет от него денег. Тогда он говорит, что перестанет их посылать. Она не понимает, зачем он это делает, и говорит, что это не его вина, что ее сестра умерла, верно? Казуки отвечает, что это его вина, потому что он убил ее. Затем мы видим воспоминания, где Казуки преследует мужчину в темном переулке, но тому удается сбежать, угнав машину. Когда машина набирает скорость, кто-то стреляет в колесо, и она врезается в бензовоз, вызывая мощный взрыв. К сожалению, жена Казуки Юзука переходит дорогу как раз в этот момент, и он не успевает ее предупредить. Ее зонтик улетает. На следующий день Рэй просыпается от жара. Он прикасается к Мэри и понимает, что у нее высокая температура, а Казуки все еще не вернулся домой. Он измеряет ей температуру, она очень высокая. Он звонит Казуки, но тот не берет трубку. Он пытается найти лекарство, но не может найти ничего для детей. Тогда он решает отвезти ее в больницу. Но не зная, где она находится, он обращается за помощью к Кутара. Тем временем Кадзуки приходит на могилу своей жены Юдзука и говорит: «Не волнуйся, я тебя не забыл». Побыв там немного, он уходит. Затем он идет в другое место и вспоминает, как впервые встретил свою жену, когда был ранен и не мог двигаться. Тогда Юдзука спросила его, все ли с ним в порядке. В этот момент появляется его невестка Карен и говорит: «Это то место, где ты впервые встретил мою сестру, верно?» Кадзуки выглядит подавленным, когда она говорит о своей сестре. Он вспоминает, как Юдзука была беременна его ребенком и сожалеет о ее смерти. Карен напоминает ему, что Юдзука хотела, чтобы он был счастлив, и предлагает ему начать все сначала, оставив позади всю печаль. Затем она спрашивает о ребенке, которого он приютил, и говорит, что он может сделать ее счастливой. Кадзуки говорит, что постарается. В этот момент солнце выглядывает из-за туч, и дождь прекращается. Кадзуки выглядит лучше, и Карен улыбается ему. Он возвращается домой и видит, что там беспорядок. Он заглядывает в комнату Мэри и видит, что Рэй и Мэри спят вместе. У Мэри больше нет температуры. На следующий день они угощают его французскими тостами. Мэри говорит: «Ешь, ешь». Наблюдая за его реакцией, она начинает радостно танцевать, когда он ест тосты. Он говорит, что научит их готовить вкусные тосты, и улыбается. Затем он дарит Мэри новый зонтик, и она радуется, потому что он ей нравится. Наконец он достает фотографию Юдзука и кладет ее на стол. На следующий день рано утром Рэй собирается куда-то идти. Когда он выходит из дома, Мири, зевая, спрашивает, куда он идет. Он отвечает, что домой, а она говорит: «Но это же твой дом». Он говорит, что она права, и уходит. Казуки выходит и спрашивает, есть ли у них сегодня работа. Рэй отвечает, что нет. Казуки удивляется, почему Рэй в таком серьезном настроении. Мири говорит пока и собирается что-то сказать, но Казуки останавливает ее. Он почувствовал облегчение, когда она повернулась и сказала: «Ну и ладно». Он просит ее не задерживаться допоздна, когда Рэй уйдет. Казуки спрашивает, куда он идет. Мэри говорит, что он сказал, что идет домой. Затем говорит, что они начинают свою миссию, пока его нет. Мэри взволнованно говорит, что они начинают. Рэй подходит к огромным воротам. Его окружают камеры. Он заходит внутрь и идет к особняку своего отца. Открывая дверь, он вспоминает, что уже 3 года не был здесь. Тем временем, пока Мири ходит по магазинам, она спрашивает, есть ли у Рэя папы 2 дома. Казуки отвечает, что да, есть еще один, где он жил со своим отцом. Она спрашивает, значит, отец Рэя мой дедушка. Казуки отвечает, что вроде того. Она говорит, что хочет с ним познакомиться. Казуки говорит, что нет, он ужасный человек. Мири спрашивает, что значит ужасный. Он отвечает, что это значит страшный. Она спрашивает, это как когда мисс Анна учит нас песням? Это ужасно. Мири вспоминает, как она всех напугала своим пением. Казуки говорит, что это не так. Рэй заходит в комнату своего отца и здоровается с ним. Его отец говорит, что значит, жизнь с таким простолюдином, как Казуки, научила тебя хорошим манерам. Похоже, он не совсем бесполезен. Но навыки Кадзуки, похоже, оставляют желать лучшего. Не из-за этого ли он совершает столько ошибок на своих последних заданиях? Рэй молчит. Его отец объясняет, что быть наемным убийцей у него в крови, и ему пора вернуться домой и возглавить семейный бизнес. Его отец продолжает: «Я позволил тебе жить за пределами дома,
потому что ты обещал когда-нибудь вернуться. Но похоже, ты завел бессмысленные связи, которые могут навредить нашему семейному бизнесу. Нам нужно что-то сделать с Кадзуки. Рэй просит, пожалуйста, не вмешивайте Кадзуки в это дело. И просит время подумать об этом. Его отец соглашается, но дает ему задание, которое нужно выполнить до конца дня. Просматривая документы, он говорит, я знаю этого человека, и его отец говорит, убей его. Этот человек предал нашу организацию. Лучше бы ты не разочаровывал меня. Рэй говорит, да, босс. Тем временем Кадзуки и Мири готовят вечеринку-сюрприз для Рэя. Мири спрашивает, почему папа Рэя позвонил ему, и он объясняет, потому что его отец немного зол на Рэя. Он очень усердно тренировал Рэя, чтобы тот продолжил семейное дело, но тот взбунтовался и ушел из дома. Тогда я впервые увидел Рэя, он был как робот. Мири взволнованно спрашивает, робот? Он стрелял лучами. Она делает недовольное лицо, когда Кадзуки говорит «не совсем». Мири спрашивает, думаешь, папа Рэя сможет помириться с дедушкой? Кадзуки отвечает, не уверен. В этот момент ему звонит Рэй и говорит, что опоздает. Он говорит Рэю, у нас тут кое-что запланировано. Мири злится, потому что тоже хочет поговорить с Рэем. Кадзуки не дает ей подняться на самый верх. Рэй слышит голос Мири на заднем плане. Нере опускает руку и говорит, что они тоже ждут ее с пиццей. Кадзуки просит ее замолчать и кладет трубку. Рэй выходит из двери. А Джина говорит, что Рэй – наследник великой семьи Сува. Отец Рэй смотрит в окно, а затем садится в машину вместе с Аджино. Тем временем Мюррей спешит проверить, готов ли торт. Аджино отвозит его к месту назначения и делится информацией о цели. Рэй говорит, что знает цель и научился у него нескольким навыкам. Но теперь ему поручили убить его, потому что он предал семью и хочет уйти из организации ради женщины, которую любит. Агино спрашивает его, зачем ты убиваешь? Ради семьи Сува? Или ради забавы? Вместо ответа Рэй спрашивает его, а как насчет тебя? Агино объясняет, что он верит в философию, согласно которой он убивает людей. Рэй отвечает, что это отвратительно. Когда они приезжают на место, Агино просит Рэй рассказать последние слова цели перед смертью, потому что он любит записывать их в свой блокнот. Рэй подходит к цели на пирсе. Когда мужчина понимает, зачем Рэй здесь, он тоже достает оружие. Они вступают в бой. Пока они сражаются, Цель говорит, что был удивлен, когда Рэй решил уйти из семьи, ведь он знал его с детства. Но, видя преданность Рэй семье Сува, Цель признает, что Рэй – настоящий Сува в душе. Он убегает наверх, Рэй следует за ним. Они стреляют друг в друга. Рэй подходит ближе, и они начинают драться лицом к лицу. В этот момент Цель наносит Рэю такой сильный удар, что тот падает. Тем временем Мири ждет возвращения Рэя домой, потому что они уже закончили все приготовления к празднику. Она спрашивает Кадзуки, почему папа Рэя всегда такой грустный. Кадзуки отвечает, что у него просто такое выражение лица. Мири грустно говорит, что иногда, когда мама пытается казаться веселой, но на самом деле грустит, папа Рэя выглядит так же. Сегодня он выглядел еще грустнее. Поэтому мы приготовили его любимое блюдо и хотели сделать ему сюрприз. Как ты думаешь, он сегодня улыбнется? Кадзуки отвечает, что да. Вернемся к Рэю. Цель стреляет в Рэя, и тот пытается уклониться от его атак. Затем он начинает преследовать Цель, когда видит, что тот убегает наверх. Рэй поднимается на террасу. Он оглядывается, чтобы найти его, и в этот момент Цель прыгает сверху, и они снова начинают драться. Цель говорит, что ты просто марионетка в руках этой организации, и не колеблясь можешь направить свой клинок на кого угодно. Ты настоящий убийца. Рэй отвечает, что это правило организации. Если ты уйдешь, тебе придется заплатить своей жизнью. Цель отвечает, что ты марионетка. Ты не поймешь. Я нашел то, что стоит защищать, и изменил свой образ жизни. Затем он хватает Рэя и пытается причинить ему боль, но Рэй отталкивает его, и его рука повреждается. Цель толкает Рэя на землю, пытаясь убить его, но Рэй направляет на него свое оружие. Затем Рэй убирает оружие и говорит, что у него тоже есть то, что стоит защищать. Цель не верит ему и снова нападает. Рэй останавливает его и наносит удар, а затем стреляет ему в ногу. Рэй отталкивает его, и тот падает, перевалившись через перила, и разбивается насмерть. Рэй пытается спасти его, но не успевает. Он спускается вниз, чтобы проверить, но видит, что Агно уже там, а Цель мертва. Агно достает свой дневник и спрашивает у Рэя, что сказал ему перед смертью тот человек, но Рэй решает не говорить ему, что тот сказал «я уже в пути». Агно кладет тело в машину и говорит «поехали обратно». Но Рэй решает остаться. Он начинает вспоминать, что говорил ему тот человек во время драки. В этот момент у него звонит телефон. Это Казуки спрашивает, когда он вернется. Рэй говорит, что ему нужно время, чтобы успокоиться. Затем он начинает вспоминать, когда ему приказывали убить людей. Он думает, смогу ли я измениться. Пока он размышляет, появляется Казуки, чтобы забрать его. Он отказывается ехать, и Казуки говорит, что времени нет. По дороге домой Рэй спрашивает, как он узнал, где он, и Казуки отвечает, ты забыл, кто установил твой телефон. Рэй говорит, что ты слишком опекаешь меня, на что Казуки отвечает, что Мири расстроилась бы, если бы Рэй сегодня не вернулся домой, поэтому он отследил его
его местоположение. Затем он говорит, что рассказал Мири об их первой встрече, вспоминая, каким был Месси Рэй, когда Кутера впервые их познакомил. Он был как мертвый зомби. Рэй отвечает: «Ты тоже был бесполезен на работе». Казуки удивляется, потому что Рэй никогда раньше этого не говорил. Рэй добавляет: «Сначала ты мне был не нужен, но вдруг ты начал убираться». Казуки говорит: «Я не мог смотреть, как ты так живешь». Он прибрался во всем доме Рэя, искупал его и причесал. Даже приготовил ему здоровую еду, от которой Рэй стал чувствовать себя лучше. Затем он спрашивает, можем ли мы измениться, и Кадзуки отвечает, что не знает. Они возвращаются домой, и Рэй видит последствия вечеринки-сюрприза, которую Кадзуки и Мири устроили для него. Мири, которая давно его ждала, заснула, а Рэй вспомнил, что сегодня его день рождения. Кадзуки зажигает свечи на торте, и Мири, которая уже почти заснула, просыпается и поет: «С днем рождения, Рэй, папа». Она снова засыпает. Рэй улыбается, а Кадзуки говорит спящей Мири: «Ты сделала это, Мири». Позже Аджина приносит Керра новое задание, которое дал ему босс, отец Рэя. Керра открывает конверт и видит, что новыми целями являются Кадзуки и Мири. На следующий день Кадзуки подбадривает Мири, пока она готовится к предстоящим соревнованиям. Мири подбегает к Кадзуки. Ее глаза загораются, и она прыгает от счастья, когда Кадзуки показывает ей таймер и говорит: «Отличная работа. Ты установила новый рекорд. Ты точно победишь». Рэй протягивает ей полотенце. Кадзуки говорит, что наша задача поддерживать ее. Рэй начинает давать советы, используя сложную терминологию, которая ей непонятна. Мири вытирает лицо и говорит: «Я хочу золотую медаль», и бежит тренироваться. Она занимает свое место и начинает бежать, когда Кадзуки говорит на старт. Рэй наблюдает за ней, а Кадзуки говорит: «Давай, подбадривай ее вместе со мной, Рэй». Позже они заходят в кафе Керра выпить. Они рассказывают Керро о соревнованиях Мири, которые состоятся в воскресенье. Мири говорит: «Я сегодня много бегала, чтобы подготовиться». Кезуки мрачно смотрит на Кадзуки, когда тот гладит Мири по голове и говорит, что у нее есть характер, как и у него. Мири говорит, что они сделают много фотографий, чтобы показать их Кючану. Но Кутара выглядит расстроенным, потому что Кадзуки и Мири стали новыми мишенями. Ночью мужчина врывается в детский сад и проникает внутрь, пробравшись через стену. Он внимательно осматривает детский сад. Затем открывает сумку и что-то достает. В следующей сцене мы видим, что сегодня у Мири праздник. Кадзуки готовит для нее особенный обед. Приходит Рэй, и выясняется, что это был тот самый мужчина. Кадзуки в ужасе. Он не понимает, что сделал Рэй. Рэй говорит, что миссия прошла успешно. Кадзуки в шоке, когда Рэй спрашивает, может ли он помочь. Он спешит к Рэю, потому что раньше никогда не предлагал помощь. Рэй начинает помогать ему, берет рис и кладет его в миску, чтобы сделать рисовые шарики. Кадзуки плачет от радости, видя, что Рэй помогает. Рэй спрашивает, понравятся ли они Мири. Кадзуки отвечает, что она будет в восторге, ведь их сделал Рэй папа. Рэй спрашивает, что они будут делать на празднике. Кадзуки отвечает, что он тоже никогда там не был. Наверное, они будут смотреть, как бегают дети, и подбадривать их. В этот момент просыпается Мэри. Она в восторге от вкусной еды и бежит к столу. Она рада, что там все ее любимые блюда. Кадзуки говорит, что Рэй сегодня помогал готовить рисовые шарики. Придя в детский сад, Кадзуки говорит, что они будут болеть за детей. Детский сад полностью готов к празднику. Мири прощается с друзьями и говорит, что они будут стараться изо всех сил. Казуки спрашивает Рэя, где место, которое он для нас забронировал. Кажется, все были шокированы, увидев это место. Оно огорожено, как будто это опасная зона, и там натянута колючая проволока. Казуки говорит, что все, наверное, думают, что это сделал какой-то сумасшедший. Они находят другое место. Они замечают, что все родители уже приготовили свои фотоаппараты. Казуки достает свое оборудование, и они тоже готовы фотографировать Мири. В этот момент появляются мамы и начинают разговаривать с Казуки. Рэй удивляется, что Казуки так быстро сошелся с другими мамами. Рэй спрашивает, а Казуки отвечает, что мы каждый день приводим сюда детей, поэтому мы и познакомились. И говорит, что знаешь, мы популярны среди мам. Одна женщина говорит, что ей так нравится Рэй папа. У него такой крутой вид, такой загадочный. Казуки удивленно говорит, что это смешно, правда, Рэй? Другая женщина говорит, что Рэй папа нефтяной магнат, а Казуки комик, так что круто. Рэй молча слушает их разговор. Теперь дети готовы к церемонии открытия. Все родители хлопают в ладоши, когда мисс Анна объявляет, что праздник начнется с парада. Казуки очень хочет сфотографировать Мири. Дети начинают маршировать по площадке, и Казуки спешит занять идеальное место, откуда все будут фотографировать. Он кричит: «Мири, посмотри сюда», пока она марширует со своей группой. Мири улыбается в камеру, она выглядит очень мило. Комментарий мамы. Кажется, Казуки папа так привязан к Мири, что плачет от волнения, когда фотографирует ее. Рэй удивляется, неужели они должны так себя вести. Затем, пока Мири сидит со своей группой, директор объявляет, что мы начинаем день с приветствия от представителя детского сада Мири. Казуки удивлен, увидев это. Подруга Мири желает ей удачи, и она выходит на сцену. Она берет микрофон и говорит: «Мы много тренировались и сделаем все возможное, чтобы победить. Пожалуйста, поддержите нас, учителя и родители».
Казуки громко свистит, а директор говорит: «Сэр, потише». Теперь Казуки и Рэй в замешательстве, не понимая, что это за игра. Анна говорит: «Сначала мы начнем с игры в мяч». Мэри начинает танцевать, и другие дети тоже танцуют, когда начинается игра. Когда раздается свисток, она бросает мяч в сетку. Мамы подбадривают своих детей, говоря, что они выглядят очень мило, когда бросают мяч в сетку. Казуки тоже громко поддерживает Мири, а Рэй молча наблюдает. Следующая игра — перетягивание каната между учителем и ребенком в команде Мири мисс Анна. Похоже, что будет ничья. Анна говорит: «Мы должны победить». Она тянет сильнее, и они побеждают. Казуки комментирует: «Анна — это нечто». Рэй соглашается. Дети хвалят мисс Анну, говоря: «Вы такая сильная». Третья программа — это гимнастические упражнения класса Мири. Казуки кричит: «Мири, ты молодец». А Рэй молча наблюдает, как они выстраиваются. Даже мамы сходят с ума, потому что их дети выглядят так мило. Внезапно Казуки начинает волноваться и говорит, что он слишком близко к Мири, когда видит, что она веселится с Тёгой. Рэй несколько раз повторяет, что он умирает. Казуки обращает внимание на Рэя и говорит: «Когда ты это говоришь, это уже не так смешно». Мисс Анна объявляет, что сейчас перерыв, и все идут обедать. Когда Казуки готовит такой вкусный обед, дети приходят в восторг. Мама спрашивает Казуки папу: «Это ты все приготовил?» Он отвечает, что да, и добавляет, что еды хватит на всех, угощайтесь, девочки. Когда подруга Мири говорит, что тоже хочет попробовать, Мири отвечает, что давайте все вместе поедим. Ее друзья радостно соглашаются. Рэй наблюдает, как все наслаждаются обедом, приготовленным Казуки. Он смотрит на свои рисовые шарики и, кажется, думает, что, может быть, не стоит их предлагать, вдруг они им не понравятся. В этот момент Мири поворачивается и говорит: «Вау, рисовые шарики Рэй папы, я хочу попробовать». Она откусывает кусочек и находит внутри шоколадные кольца. Ее друзья чувствуют вкус жевательной резинки и клубничного джема. Казуки шокирован и расстроен, думая, что Рэй не умеет делать хорошие рисовые шарики. Но тут Мэри говорит, что они очень вкусные, и остальные тоже их едят. Она благодарит Рэя, и он слегка улыбается. Когда перемена заканчивается, Мэри говорит, что сегодня она получит золотую медаль. Казуки подбадривает ее: «Ты получишь медаль, ты так усердно работаешь». Мэри говорит, что она идет. Рэй хочет подбодрить ее, но не может ничего сказать. Анна свистит в свисток, и дети начинают бежать. Эрнс подбадривает своих детей. Когда они добегают до финиша, Анна объявляет: «Ладно, следующая группа, готовьтесь». Мири нервничает, потому что сейчас ее очередь. Они выстраиваются на старте. Рэй говорит, что она очень нервничает. Казуки отвечает, что он тоже нервничает, и кричит: «Мири, успокойся, все будет хорошо». Раздается свисток, и дети начинают бежать. Мири старается бежать как можно быстрее. Казуки подбадривает ее: «Давай, Мири, ты сможешь». Видя, как она нервно бежит, Рэй преодолевает свою застенчивость и кричит: «Давай, Мири». Казуки поражен, что он так за нее болеет. Однако внезапный звук пугает ее, из-за чего она спотыкается и падает во время забега. Она быстро встает и продолжает бежать к финишной черте. Кадзуки и Рэй потрясены, увидев это, и Рэй понимает, что это его вина. Мэри завершает свой забег. Хотя она и получила медаль, это не золотая медаль, а просто медаль за участие. Мэри грустно, что она не выиграла, и она идет к своим папам и говорит: «Извините, я не смог получить золото». Кадзуки успокаивает ее: «Не будь глупой, дорогая. Ты сделал все, что мог». Тем временем Тега показывает свою золотую медаль родителям. А теперь Кадзуки и Мири пытаются утешить Рэя, который винит себя в потере Мири. Как раз в этот момент Мири слышит объявление об играх для родителей и детей. Она тянет Кадзуки за руку и говорит: «Давай поиграем в папу. Я хочу поиграть с вами обоими». Рэй все еще грустит и говорит: «Идите вы оба». Мири говорит: «Рэй, папа, посмотри на меня в этот раз, я получу золотую медаль». Затем она уходит играть с Кадзуки. В то время как Рэй думает, что подбадривать это действительно сложно. Все родители собрались в одном месте, чтобы поиграть, когда мисс Анна объявляет соревнования родителей и детей. Рэй машет Мири в ответ, а она машет ему, говоря: «Смотри на меня, Рэй, папа». Все родители и дети готовы бежать. Мисс Анна говорит, что если у тебя есть отметки, иди. Раздается свисток, и все начинают бежать. Рэй внимательно наблюдает за ними. Анна упоминает, что по пути они столкнутся с различными препятствиями. Первое препятствие — это съесть лакомство, подвешенное в воздухе. Мири запрыгивает на спину Казуки и пытается поймать лакомство ртом, в то время как Тега уже успел его достать. «Ты расстраиваешь Казуки». Дальше будет гонка в мешках. Мири и Казуки бегут, пытаясь победить. Но Тега и его отец лидируют. Мири и Кадзуки, пытаясь бежать быстрее, спотыкаются и падают. Мири говорит: «Извини, папа». Рэй беспокоится за них. Кадзуки подбадривает ее, чтобы она не сдавалась, и они снова бегут. Последнее задание — поиск предметов. Анна объясняет, что нужно взять карточку из коробки и найти предмет, указанный на ней, а затем принести его на финиш. Мири достает карточку из коробки. Она смотрит на карточку, и Кадзуки спрашивает, что там написано. Она поворачивается и бежит в сторону Рэя. Хватает его за руку и говорит: «Пойдем с нами, папа Рэй». Рэй в замешательстве, но бежит за ней. Когда они догоняют Кадзуки, она кричит: «Бежим, папа». Поняв это, они крепко хватают ее за руки и бегут. Одна из мам комментирует: «Папа Рэй такой быстрый». Дети с восторгом наблюдают за ними.
Когда Рэй присоединяется к ним, их скорость увеличивается, и они оставляют всех позади. Они добегают до финиша и выигрывают гонку. Рэй улыбается, а Мири радостно говорит: «Я сделала это». На лице Кадзуки тоже появляется широкая улыбка. Мири невероятно счастлива, получив золотую медаль, а Кадзуки благодарен ей. Она протягивает карточку Рэю, когда он спрашивает, что там написано. Она улыбается. На карточке написано «семья», что означает, что она действительно понимает важность семьи, и у Кадзуки наворачиваются слезы на глаза. Мири начинает смеяться и говорит: «Папа, ты взрослый, который плачет». Анна предлагает: «Ребята, вам нужно сделать семейное фото». Мири в восторге. Рэй говорит: «Кадзуки, но мы же наемные убийцы». Тем не менее, они делают семейное фото. В конце дня они возвращаются домой совершенно измотанными, а Мири уже спит. Тем временем Джина напоминает Кацуки, чтобы тот не забыл о работе, и показывает ему семейные фотографии Казуки, Мири и Рэя. На следующий день мисс Анна говорит детям, что скоро Рождество. «Давайте споем песню для рождественского праздника в детском саду». Она начинает петь под аккомпанемент пианино, но у нее не очень получается. Тега смеется над ней вместе с остальными детьми. В этот момент Мири говорит, что она может спеть эту песню, и начинает петь. Она улыбается, когда все хвалят ее прекрасный голос. Мисс Анна говорит: «Давайте все вместе потренируемся». По дороге за Мири Кацуки говорит, что нужно выбрать ей подарок на Рождество. Когда они выходят из детского сада, они видят стоящую там женщину. Рэй спрашивает: «Это не мама Мири?» Кацуки подтверждает, что это она, и вспоминает, как встретил Мисики в баре и разговаривал с ней о Мири. Он в шоке, когда она говорит, что пришла забрать Мири. Он отвечает, что ты бросила Мири и больше никогда не хотела ее видеть. Слишком поздно забирать ее обратно. Она говорит, что она ее мама, и это ее право жить со своей дочерью. Это приводит Кацуки в ярость, но Рэй останавливает его, говоря, что это может привести к скандалу. В этот момент Мэри видит свою маму и бежит к ней. Кацуки пытается остановить ее, но она обнимает свою маму, а не Кацуки. Мэри выглядит такой счастливой. Мисаки говорит: «Мэри, я так скучала по тебе», а Кацуки теряет надежду и грустит. Дома Мэри показывает свой рисунок маме. Казуки спрашивает, зачем мы впустили эту женщину в наш дом. Мама Мири хвалит ее за рисунок. Рэй говорит, что мы не можем серьезно поговорить с ней в детском саду. Затем Мири ведет маму в свою комнату. Мама спрашивает: «Все это твое?» Когда Мэри показывает ей шкаф полной одежды. Мама спрашивает: «Тебе здесь нравится?» И Мэри отвечает, что да. Мисаки говорит, что тогда ты будешь жить здесь с ними. Мэри обнимает ее и говорит, что любит ее маму, но папу тоже любит. Она говорит: «Прости, что я тебя прогнала». Затем Мэри взволнованно говорит, что хочет съесть гамбургер. Позже Мэри говорит, что сегодня она будет есть мамин гамбургер. «Поешь с нами, папа». Казуки смотрит на нее в шоке. Мама Мэри говорит, что она пользуется вашей кухней. Это вызывает у Казуки ревность, но Рэй говорит, что это делает Мэри счастливой. Мисаки начинает готовить, но Казуки сердито говорит Рэю, что она будет возиться на моей кухне. Мисаки подает еду, и Мэри с удовольствием ест. Казуки сердито говорит, что это не лучше, чем стейк, который я готовлю. Мири говорит: «Мама, это так вкусно», и Мисаки рада, что Мири это нравится. Рэй говорит, что на самом деле это вкусно, что еще больше злит Казуки. После ужина Мири говорит маме, что споет песню «Тихая ночь» на рождественском празднике. Пока Казуки убирает со стола, мама говорит, что они раньше вместе пели эту песню. Она говорит: «Мама, спой со мной прямо сейчас». Мисаки говорит, что я беру много денег за пение, боюсь, ваши папы не смогут заплатить. Рэй серьезно смотрит на нее. Мири говорит: «Папа, заплати». Казуки кричит: «Ни за что». Дав Мири одеяло, Рэй подходит к Кадзуки и Мисаки. Она достает сигарету, чтобы закурить, но Кадзуки говорит, что здесь не курит, потому что с нами живет ребенок. Он спрашивает, зачем ей сейчас Мэри. Мисаки отвечает, что у нее рак горла, и она больше не может петь, поэтому потеряла работу. Рэй спрашивает: «Ты что, умрешь?» Кадзуки затыкает его. Кадзуки говорит: «Мне плевать на твою грустную историю. Она не имеет никакого отношения к Мэри». Мисаки говорит, что Бог так жесток. После всего, что она пережила, он просто выкинул ее из жизни. Затем она говорит, что ей осталось недолго, и просит прощения за свой эгоизм. Она хочет начать все сначала со своей дочерью. Она вернется домой к родителям и заберет ее с собой. Кадзуки расстраивается и говорит: «Хватит». Она говорит: «Пожалуйста, верните мне мою дочь». Кадзуки пытается уйти, а Рэй говорит, что Мири очень ждет рождественскую вечеринку, так что можно пойти туда после. Мири радостно спит. Мисаки говорит, что снимет квартиру неподалеку, чтобы Мири могла какое-то время оставаться в детском саду. «Я просто хочу жить ради Мири, пока не умру». Кадзуки говорит: «Я все еще тебе не верю». Рэй говорит, что Мири тоже важна. Она встает и говорит: «Спасибо вам за все, что вы сделали для нее». Она намекает, что знает об их карьере наемных убийц, и угрожает шантажировать их. Кадзуки и Рэй в шоке. Они не понимают, откуда она это знает. Мисаки говорит, что как мать я больше не могу оставлять ее на ваше попечение. Затем она уходит, сказав, что вернется и на этот раз заберет Мири. Затем они идут в кафе Катера и рассказывают ему о матери Мири. Рэй говорит, как ее мама узнала, где мы живем, и что мы наемные убийцы. Кутера отвечает: «Я ей рассказал», и у Казуки изо рта брызгает
заваривает чай. Затем он показывает им их семейное фото, и Рэй говорит: «Мы не делали эту фотографию». Глаза Кутера наполняются гневом, когда Рэй говорит: «Ты ведь знаком с Аджино, да?» Он это понял. Казуки спрашивает: «Он что, преследует Мири?» Кутера отвечает: «Организация считает, что присутствие Мири мешает их работе. Если они не избавятся от нее в ближайшее время, организация примет меры, и все может стать еще хуже». Поэтому он связался с ее мамой. Рэй вспоминает слова своего отца: «Цель предала организацию. Лучше не разочаровывай меня». Поэтому Рэй получил приказ убить его. Это было наказанием за то, что он пошел против организации. Казуки говорит: «Но вы не можете просто попросить нас отпустить Мэри». Татара отвечает: «Не забывай, что ты убил ее отца. Так зачем тебе играть с ней в счастливую семью? Однажды Мири узнает правду и возненавидит тебя. Так что покончи с этим сейчас и забудь как о страшном сне». На следующее утро, пока Мэри спит, Казуки убирает одеяло. Она бормочет: «Сегодня нет детского сада». Он говорит: «Мы идем в город». Мэри быстро встает, радуясь предстоящей прогулке. Казуки гремит посудой, и Мэри вскакивает, чтобы разбудить Рея. Когда они выходят, Казуки говорит: «Давай проведем этот день всей семьей, чтобы потом не жалеть». Мири спрашивает: «Куда мы идем?» и делает недовольное лицо, когда Казуки отвечает: «Это секрет», а Рэй смотрит на него. Когда они добираются до места назначения, Казуки говорит: «Вот куда мы идем». Он показывает ей фотографии внутри, и она еще больше воодушевляется. Рэй говорит, что мы повеселимся, когда Мири радостно подбежит и схватит Рея за руку, сказав: «Пойдем, папа». Казуки говорит: «Давай зажжем здесь», и они соглашаются. Они заходят внутрь, это парк развлечений. Сначала они катаются с горки и веселятся. Потом они пробуют пройти по сетке для скалолазания. Мири играет с Реем в другую игру, а потом прыгает на батуте. Казуки фотографирует Мири. Она начинает лазать по скалодрому. Казуки беспокоится за нее, потому что ей приходится прилагать много усилий, чтобы забраться наверх. Он спрашивает: «А если она упадет?» Мужчина отвечает: «Не волнуйтесь, у нее есть страховочный трос». Теперь Казуки боится подниматься, а Мэри говорит: «Папа Казуки плохой». Рэй быстро поднимается, Мэри говорит: «Папа Рэй крутой». Потом они отдыхают и пьют воду. Позже Казуки получает сообщение от мамы, что она заберет ее в 6. В этот момент выходит Мэри, и Казуки говорит: «Давайте поедим что-нибудь». По дороге Казуки говорит Рею купить мороженое, когда Мири попросит. Он идет вперед, чтобы занять место в ресторане. Мири радостно подбегает к Рею, пока Казуки ждет их. Мэри садится, и Казуки говорит: «У тебя большое мороженое». Она говорит: «Папа Рэй, открой рот». Он не может отказать и ест мороженое. Она предлагает его Казуки, который растроганный и с удовольствием ест. Мэри говорит: «Когда мы все вместе едим, вкуснее», и начинает есть. Казуки просит еще кусочек, но она говорит: «Хватит». Он говорит: «Там еще много», и Мири быстро доедает. Он говорит: Рэй поправляет его, говоря, что это не Ванни, а Мири, и Кадзуки смеется. Закончив, она говорит, что это было вкусно. Кадзуки берет ее на руки и вытирает ей лицо. Она смотрит на мальчика, который делится едой со своей мамой. Она говорит, что хотела бы, чтобы мама тоже поела с нами. Он смотрит на мальчика, который счастлив со своей мамой, и говорит, что да, Мэри, ты права. Он обнимает ее со слезами на глазах, а Рэй молча наблюдает за ними. Мэри говорит, что это щекотно. Он опускает ее, и она говорит, что хочет поиграть в видеоигры, и убегает. Она радостно машет им издалека, а Кадзуки спрашивает, не лишили ли они Мири счастья. Рэй отвечает, что не знает. Он встает и говорит, что сегодня мы повеселимся. Они играют в Марио Карт, и Рэй выигрывает. Мири хвалит его. Кадзуки покупает ей игрушки и говорит, что она может взять столько, сколько захочет. Мири радостно благодарит его. Теперь она говорит, что хочет надеть это платье на рождественскую вечеринку, и они соглашаются, что оно ей пойдет. В конце они подходят к колесу обозрения, и Мири говорит, что оно такое большое. Кадзуки предлагает прокатиться. Мири спрашивает, не страшно ли это. Рэй отвечает, что нет. Они смотрят на город с колеса обозрения, и Мири восхищается видом. Кадзуки грустно говорит Рэю, что он не готов ко всему этому. Рэй говорит, что они слишком привязались к ней, и расстраивается. Кадзуки говорит, что хочет, чтобы Мири жила счастливо обычной жизнью со своей мамой, а не в опасности с убийцами. Рэй начинает волноваться. В этот момент Мэри говорит, что мы уже наверху. Смотри, папа. И они все подходят к окну, чтобы посмотреть на город с высоты. Рэй говорит, что это действительно красиво. Когда они начинают спускаться, Рэй говорит, что благодаря Юмири я увидел то, чего никогда раньше не видел. Казуки говорит, что мы получили гораздо больше, чем ожидали. В этот момент колесо обозрения останавливается. Потом они возвращаются домой. Мэри видит свою маму, и Казуки говорит, что это сюрприз от ваших пап. Она радуется, когда он говорит, что они останутся дома только втроем с мамой и папой. Она бежит к маме. Они грустят, когда видят, что Мэри уходит навсегда. Казуки зовет Мэри и накрывает ее одеялом, чтобы она не простудилась. Она говорит: «До свидания, папа. Увидимся завтра». Она уходит. Казуки и Рэй с грустью смотрят ей вслед, потому что она больше не вернется. В следующей сцене мы видим, как Рэй играет в видеоигру. Казуки подходит и спрашивает: «Ты не хочешь спать?»
Он отвечает: «Я посплю утром». Казуки говорит: «Но уже утро». Он идет в свою комнату и говорит: «Спокойной ночи». Он пытается заснуть, но не может перестать думать о Мэри. Он замечает игрушку Мэри рядом с собой, когда пытается заснуть. Тем временем Казуки заходит в комнату Мэри. Он берет ее альбом для рисования и начинает рассматривать рисунки. Затем он находит то, что Мэри нарисовала для них на День отца, и вспоминает, как она сказала: «Спасибо вам за все, папа». Слезы наворачиваются у него на глаза. Пока Рэй спит, он держит игрушку Мэри рядом с собой. Позже они выглядят расстроенными, потому что им приходится есть без Мэри. Потом Казуки идет за покупками. Он бессознательно покупает любимые кукурузные хлопья Мэри и только потом понимает это. Дома он ест любимые кукурузные хлопья Мири вместе с Рэем. Затем Казуки идет в парк, где они обычно гуляли с Мири. Там он замечает проходящую мимо девушку, которая привлекает его внимание. Люди вокруг начинают подозревать его, потому что он сидит там весь день. Когда он слышит это, ему кажется, что его принимают за похитителя детей. Вечером они едят рамен, потому что без Мири нет необходимости готовить здоровую пищу. И смотрят ее любимый мультфильм, потому что очень скучают по ней. Затем Рэй выходит на улицу и пытается закурить. Казуки говорит: «Я давно не видел, чтобы ты курил». Рэй отвечает: «Это ты сказал мне не курить рядом с Мири». Казуки говорит: «Здесь очень тихо без Мири, только твои игры слышно». Рэй отвечает: «Ты тоже портишь свою еду». Он сердито говорит: «Заказывай, если тебе не нравится моя готовка». Рэй беспокоится: «Надеюсь, Мири хорошо питается». Казуки успокаивает его: «Я уверен, что ее мама заботится о ней». Рэй говорит: «Я возвращаюсь к отцу, он попросил меня приехать». Казуки соглашается, потому что сейчас нет смысла оставаться вместе. Рэй говорит: «Можешь оставить себе эту квартиру». Казуки отказывается: «Я найду что-нибудь поменьше. Эта квартира слишком большая для такого одинокого человека, как я, и мне грустно». Затем Рэй отдает ему зажигалку и уходит, а Казуки говорит: «Это твой прощальный подарок». Тем временем Мэри с удовольствием ест стейк из гамбургера, который приготовила ее мама, потому что это ее любимое блюдо. Но попробовав его, она говорит: «Мама, это не похоже на то, что ты всегда готовила». Ее мама отвечает: «Это лучше, чем те, что продаются в магазине. Я старался изо всех сил, чтобы сделать это для тебя», и показываю Мири свой пораненный палец. Она просто берет его в рот и говорит: «Мама, мне и этот нравится». В следующей сцене Кадзуки спрашивает Кутара, есть ли у него какая-нибудь работа, но тот пьян и подавлен. Кутара отказывается давать ему работу, пока он не придет в себя. Он дает ему немного денег и говорит: «Потрать их, пока не найдешь работу». Кадзуки отвечает: «Я уехал к Карен, но она ничего не взяла, так что верни все обратно». Кутара говорит: «Ты потратишь их, если я отдам тебе все сразу». Кадзуки отвечает: «Ты мне не мама». Затем Кутара говорит: «Мири значила для тебя больше, чем я думал». Он спрашивает его о Рэйо, и Кадзуки отвечает: «Он ушел рано утром, потому что отец попросил его вернуться». Кутара отвечает: «У него нет другого выбора, кроме как вернуться». Тем временем Рэй стоит перед своим отцом, который спрашивает: «Так ты наконец решил вернуться?» Рэй отвечает: «Да, босс». Отец приветствует его и говорит: «Теперь ты будешь учиться нашему семейному делу и возглавишь организацию. Я уступаю тебе свое место». Затем мы видим, как Мири репетирует песню для рождественского праздника. Пока ее мама слушает, она хлопает в ладоши и говорит: «Ты очень хорошо поешь, Мири». Когда Мири заканчивает петь и улыбается, Мэри обнимает маму и говорит: «В детском саду все тоже хвалят мое пение». Ее мама начинает складывать одежду в шкаф. Мэри спрашивает: «Когда Рэй и папа Кадзуки придут за мной?» Мама отвечает: «Эти мужчины не твои отцы». Мэри говорит: «Нет, они мои папы. Кадзуки папа хорошо готовит, а Рэй папа хорошо играет. Я бы хотела, чтобы мы все жили вместе». Ее мать обнимает ее и говорит: «Мне жаль, что я заставил тебя чувствовать себя одинокой. Я постараюсь быть матерью, которую ты любишь». Мири говорит, что «Я действительно люблю тебя, мама». Возвращаясь к Рэю, его отец говорит, что прежде чем ты научишься бизнесу, нужно кое-что сделать. Он считает, что у Рэя все еще слишком много привязанностей. Он показывает Рэю фотографию, на которой он запечатлен с Мири и Казуки, и говорит ему, что Рэю следует порвать с ними все связи. Но он признает, что это может быть трудно для Рэя, поэтому он избавится от них ради него. Пока Мири крепко спит рядом со своей мамой, Рэй умоляет своего отца: «Пожалуйста, не причиняй вреда Мири. Я сделаю все, о чем ты попросишь, только пощади ее». Его отец говорит, что «Я уже послал наемного убийцу, чтобы он позаботился о Мири и Казуки». Рэй выбегает из дома и звонит Казуки, объясняя ситуацию. Казуки бежит спасать Мири, одновременно рассказывая все Кутара по телефону. Тем временем ее мать выходит из комнаты, после того, как Мири уснет. Как раз в этот момент у Мисаки начинает звонить телефон, и кто-то поднимается по лестнице. Она подумывает ответить на звонок, но раздается звонок в дверь, и она направляется к двери, чтобы открыть ее первой. Она спрашивает, кто там, и мужчина отвечает: «Посылка доставлена». Но как только она открывает дверь, он стреляет в нее и заходит внутрь. Это Агино, который пришел, чтобы прикончить Мири. Мисака падает на землю, и он хватает ее за волосы, спрашивая, где Мири. Ей удается вырваться, и она пытается добраться до Мири, но ее травмы мешают ей двигаться дальше. А Джина просит ее сказать свои последние слова перед смертью. Как раз в этот момент появляется Кадзуки и пытается выстрелить, но Агино останавливает его и отбрасывает в сторону.
Агино пытается выстрелить в него, но он бросает в него сумку. Затем он замечает маму Мири, которая вот-вот умрет, и пытается выстрелить в Агино, но Агино останавливает его, пытаясь задушить. Он говорит Кадзуки: «Ты тоже моя цель», и стреляет ему в плечо. Тем временем Мэри мирно спит в своей комнате. Кадзуки падает на землю, а Агино говорит: «Подожди своей очереди. Сначала я запишу последние слова той женщины». Кадзуки говорит: «Я вызову полицию», но оно отвечает: «Я закончу все это до того, как они приедут». Кадзуки возражает: «Нет, теперь тебе конец». Озадаченное оно спрашивает: «Чего ты хочешь добиться?» Кадзуки отвечает: «Я просто организатор этой операции». Затем он кричит: «Рэй, сейчас». Оно поворачивается, чтобы защититься от Рэя, думая, что тот нападет, но Кадзуки обманывает его. Воспользовавшись этим, Кадзуки готов атаковать, но в следующее мгновение мы видим, что у него ничего не получается, и Агино полностью останавливает его. Он уже собирается убить Кадзуки, но слышит полицейскую сирену. Он бьет Кадзуки по лицу, подходит к окну и выпрыгивает, чтобы сбежать. Кадзуки держит маму Мири и говорит: «Проснись, не умирай здесь». Кутара, который включил фальшивую сирену, говорит: «Скоро приедет настоящая полиция». Микаса указывает на комнату и говорит: «Мири там». Пока Кадзуки все еще в шоке от того, что Микаса скоро умрет, Кутара идет к комнате, призывая его поторопиться. Мири все еще спит. Микаса говорит Кадзуки: «Пожалуйста, защити Мири, скажи ей, что мне жаль, что я не смогла прийти на ее рождественскую вечеринку». Из ее глаз текут слезы. Кадзуки говорит: «Ты не можешь оставить ее вот так, ей нужна семья». Кутара выходит с Мири и говорит: «Пойдем, Кадзуки». Он подводит Мири к ее умирающей матери, и из глаз женщины текут слезы, когда она в последний раз прикасается к дочери. Она говорит: «Прости меня, Мири, я была эгоистичной матерью», и умирает со слезами на глазах. В этот момент они слышат полицейские сирены и убегают. Кадзуки накладывает повязку на свою раненую руку. Мири все еще спит. Кутара отводит их в безопасное место и сообщает Кадзуки, что уже рассказал Рэю об их местонахождении. Рэй приезжает и видит, что Мири крепко спит. Он чувствует облегчение, что она жива. Кутара извиняется за то, что разлучил Мири с ними и отдал ее Микасе, потому что думал, что так она будет в безопасности от босса, который расследовал жизнь Рэя. Но он ошибся и винит себя. В этот момент Мири что-то бормочет во сне. Кутара понимает, что она проголодалась, и идет за едой. Рэй спрашивает Кадзуки, что они будут делать дальше. Вспомнив слова матери о том, что нужно защищать Мири, Кадзуки предлагает стереть все ее следы, чтобы отдать ее в приют и навсегда исчезнуть из ее жизни. Но Рэй хочет остаться с ней, хотя чувствует себя как статуя, которая никогда ничего не делала в своей жизни, кроме как убегала от реальности своего отца. Он вспоминает, как они с Кадзуки гуляли с Мири, держась за руки, и ему хочется снова жить такой жизнью. Кадзуки сначала возражает, что они больше не могут быть частью жизни Мири, но Рэй настаивает, что они должны защитить ее и придумать план, как ей помочь. В этот момент Кадзуки вспоминает свою жену и Мири. Он был так счастлив с Мири и вспомнил слова своей невестки, что он тоже может сделать Мири счастливой. Он передумал уходить от Мири. Когда Мири проснулась, она спросила, где ее мама. Кадзуки обнял ее и сказал, что у мамы были дела и она скоро вернется. Мири снова заснула у него на руках. Затем он сказал Рэю, что на этот раз они будут больше делить домашние обязанности и заботу о Мири. Кадзуки уложил Мири обратно в кровать и сказал Рэю, что они собираются бросить работу убийц и сосредоточиться на том, чтобы быть отцами для Мири. На следующее утро Мири прыгнула на Рэя, чтобы разбудить его, и начала смеяться. После этого они пошли готовить завтрак. Мири начала помогать, и когда они закончили, она сказала, что пахнет вкусно. Когда завтрак был готов, он выглядел очень аппетитно. Кадзуки попробовал его, и Мири спросила, вкусно ли это. Кадзуки сказал, что да, и Мири радостно дала 5 Рэю. Позже, когда Мири собиралась в детский сад, она не могла застегнуть свои туфли, потому что немного подросла. Рэй сказал, что прошел год с тех пор, как они удочерили Мири. На улице шел снег. Мири выбежала и сказала, что хочет поиграть. Затем она показала им рисунок Санта-Клауса, который нарисовала. Кадзуки спросил Мири, какой подарок она хочет на Рождество. Мири ответила, что мама уже сказала Санте, что она хочет. Затем они пошли в детский сад, чтобы отвезти Мири. Сегодня в детском саду была рождественская вечеринка. Когда они пришли, Мири радостно побежала к Санте. Анна вышла и спросила, придет ли ее мама на рождественскую программу. Мири тоже спросила, придет ли мама. Вместо того, чтобы рассказать Мири правду о смерти ее матери, Кадзуки говорит, что Мисаки не сможет присутствовать, потому что она в важной поездке. Рэй говорит, что они оба придут на рождественскую вечеринку после того, как закончат свою важную работу. Говорит Мири, пообещай мизинцам, что придешь, и Рэй обещает ей это. Подруга Мири зовет ее, она бежит к ним и говорит, пока, папин дом. Мисс Анна говорит им, что Мири усердно готовилась к сегодняшнему вечеру и надеется, что они придут на вечеринку. Они оба кивают и говорят, что да, мы обязательно придем. Затем они идут на встречу с Керра, который их ждет. Керра достает сумку с оружием и вручает ее Рэй. Перед уходом он предупреждает, не опаздывай на вечеринку Мири, на что Кадзуки отвечает, мы не вернемся живыми. Он сердито швыряет пакет в лицо Кадзуки и уходит. Они направляются поговорить с отцом Рэй,
чтобы мирно покинуть организацию. Рэй смотрит на платье Санты, которое Кутеро подарил им для вечеринки у Мири, и спрашивает Казуки: «Ты веришь в Санта-Клауса?» Казуки отвечает: «Я был разлучен с родителями в раннем возрасте. Как я могу верить в Санту, если я никогда не получал подарков?» Рэй соглашается и говорит, что хотя они могут и не верить, Мэри верит, и их работа как родителей поддерживать ее мечты. «Я буду играть Санту». Казуки говорит: «Не беспокойся, Ктёра подарил нам 2 костюма. Мы оба можем сыграть Санту для нее». Они вышли за пределы организации. Рэй говорит, что я хочу поговорить с боссом. Охранники начинают проверять их и отбирают у них все оружие. Охранник останавливает Кадзуки, в то время как Рэю разрешают войти в ворота. Рэй говорит: «Впусти его, он мой напарник». Но подручные его отца окружают их с оружием, ссылаясь на приказ босса. Казуки говорит: «Вы думаете, что забрали все наше оружие? Этот человек, который стоит перед вами, настоящее оружие». В этот момент Рэй нападает на одного из них и бросает его на другого. Казуки нападает на третьего подручного сзади, а Рэй забирает у него пистолет и стреляет в последнего. Казуки бежит к машинам и садится за руль, зовя Рэя. Подручные из организации начинают действовать, как только получают приказ убить Рэя и Казуки. А Джина говорит: «Ну вот и они, пора убивать». Они направляются к организации. Рэй готовится к бою, но подручные начинают стрелять, разбивая окна в машине. Они не останавливаются, и Рэй стреляет в ответ. Казуки продолжает ехать и говорит: «Давай сделаем это по-быстрому». Он сворачивает на короткую дорогу, чтобы добраться до организации. Машина начинает барахлить, и из нее идет дым. Они врезаются в здание организации, и оттуда валит дым. Рэй выходит из машины и видит Аджина, который наблюдает за ними. Казуки выходит, кашляя от дыма. Рэй говорит: «Пошли», и они бегут к двери, но изнутри начинают стрелять. Рэй говорит: «Всего 8 врагов, я убью 6». Они бросают газовую бомбу, которая взрывается, создавая дым. Подручные начинают стрелять, когда Рэй и Казуки входят в дым и убивают их. Они разделяются, и Казуки, как и планировалось, убивает 2 подручных. Рэй бежит наверх, бросает газовую бомбу и убивает остальных. Казуки бежит по той же лестнице, что и Рэй, но замирает, когда из дыма появляется Аджина. Он пытается выстрелить, но Аджина нападает на него и валит на землю. Он собирается убить Кадзуки и говорит: «Скажи мне свои последние слова». Тем временем мисс Анна подходит к Мири и хвалит ее работу. Мири говорит, что покажет ее своим родителям. Анна говорит, что надеется, что они скоро закончат работу и присоединятся к вечеринке. Мири отвечает, что они дали друг другу обещание. Вернемся к Кадзуки. Аджина собирается выстрелить в него, но Рэй вовремя появляется и спасает его. Аджина начинает драться с Рэем. Они вступают в ожесточенную перестрелку, обмениваясь выстрелами. В это время Рэй получает пулю от Аджина. Кадзуки видит это и подбегает к Рэю. Он оттаскивает его в сторону. Рэй жив, потому что на нем бронежилет. В этот момент Аджина снова пытается выстрелить. Кадзуки отвлекает его, насмешливо говоря, что он скажет ему свои последние слова, чем выводит Аджина из себя. Кадзуки пытается выстрелить на бегу, но Аджина стреляет в ответ, и Кадзуки роняет оружие. Он продолжает бежать, а Аджина преследует его. Аджина снова стреляет, и Кадзуки забегает в дверь. Внутри Кадзуки начинает бросать в него вещи, но Аджина останавливает его, стреляя в него, и ранит Кадзуки в ногу. Когда он подходит к Кадзуки, чтобы прикончить его, тот просит сказать ему последние слова, чтобы он мог записать их в свой дневник. Как только Аджина достает свой дневник, Кадзуки хватает цилиндр и говорит: «Я заберу тебя с собой». Рэй снова врывается, пытаясь напасть на Аджина, но тот быстро бьет его кулаком. Аджина пинает его, и когда он собирается выстрелить, Рэй выбивает у него оружие. Они дерутся, Аджина хватает Рэя за шею, чтобы задушить его. Внезапно Кадзуки вонзает нож в спину Аджина, а Рэй бьет его головой, и нож проходит сквозь шею Аджина, когда тот падает на спину. Рэй протягивает руку, спрашивая, может ли он встать. Он поднимается с помощью отца, и они уходят. Аджина пытается достать свой дневник, и мы видим, как зажигалка летит в воздухе. Он хочет написать свои последние слова в дневнике, но зажигалка поджигает его. После того, как Рэй перевязал раненую ногу Кадзуки, он настаивает на том, чтобы встретиться с отцом 1 на 1, и просит Кадзуки найти машину для побега. Тем временем Мири готовится к рождественской вечеринке вместе с другими одноклассниками. Рэй входит в комнату отца и подходит к нему со словами: «Босс, я ухожу из организации». Отец отвечает: «Я этого не допущу. Организация — это твоя судьба». Рэй снова говорит, что уходит, и отец достает оружие, чтобы выстрелить, но Рэй опережает его и стреляет первым. Отец говорит: «Убей меня, Рэй, но после этого организация не оставит тебя в покое». Рэй отвечает: «Я просто хочу мирно жить со своей настоящей семьей. Ты научил меня выживать, и я благодарен тебе. Но жизнь вдали от тебя научила меня многому». Он начинает вспоминать каждый момент, проведенный с Кадзуки и Мири, подчеркивая, что это были самые дорогие моменты в его жизни. Работа наемным убийцей не дала ему ничего подобного. Отец говорит: «Как бы ты ни старался, ты не сможешь сбежать от крови». Рэй уверенно отвечает: «Смогу».
Потому что с Кадзуки и Мири у меня связь крепче, чем кровная. Чтобы он больше никогда не стал наемным убийцей, Рэй намеренно стреляет себе в плечо. Затем он уходит. Отец почти стреляет Рэю в спину, но в конце концов отпускает его. На улице Казуки ждет Рэй и, увидев его, спрашивает, что с его рукой, на что Рэй отвечает, что он сам ее поранил. Затем они уходят. В детском саду Мири готовится к рождественскому концерту. Они начинают петь, а мисс Анна играет на пианино. Мири ищет в зрительном зале Казуки и Рэй. И тут она видит, что в зал входят ее папы. Они смотрят на нее, пряча свои раны под костюмами Санта-Клаусов. Она улыбается, потому что ее папы сдержали обещание и пришли. После выступления она подбегает к Казуки и Рэй и хвалит их за пение. Мири радостно говорит: «Спасибо, что пришли, папа». Мисс Анна подходит к ним, замечает, что они в одинаковых костюмах, и делает семейное фото. Затем история переносится в прошлое, когда Мири была подростком и первый раз пошла в старшую школу. Прошло 10 лет, Казуки и Рэй вместе управляют закусочной. Рэй подает ей завтрак, и она, улыбаясь, говорит: «Вкусно, папа Рэй». Затем Мири вспоминает что-то, подбегает